в поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Семен Владимиров. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Роберт Манасян, мастер спорта России, победитель Сибирского федерального округа. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Сакиева, тренер Таскин Райков. На КГБ в категории до 65 килограммов. Квалификационный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Сыромейников. Александр 22 года, кандидат мастера спорта. Призер первенства Республики Саха-Якутия представляет Чуракчинскую государственную институт физической спорта, тренер Захаров, его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Андрей Капхаров. Андрей 21 год, кандидат мастера спорта. Бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа представляет спортивную школу Олимпийского резерва Тамир, тренер Паркшонов. КГБ. В это время с техническим преимуществом победу одержал Андрей Капхаров, Иркутская область. На КГБ приглашаются боксеры своей категории до 65 килограммов Владислав Кривошапкин, Владимир Сыромятников, представитель Республики Саха-Якутия, КГБ.
На табуре А победу одержал Роберт Панасян, Красноярский край. На табуре приглашаются в категории до 65 килограммов Джон Стилянищев, Александр Иванов, представители команды Республики Саха-Якутия. На табуре категории до 65 килограммов квалификационный поединок ведут красный трикот Владислав Кривошапкин. Владислав 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, является студентом Северо-Восточного федерального университета, его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Владимир Стрелянников. Владимир 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, представляет Чурапчинский институт физической культуры и спорта, тренируется под руководством Захара. Ковер Б, весовая категория до 65 килограммов. На табуре А весовой категории до 65 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Джон Стилянищев. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, тренер Макаров Захаров. Его соперник в синем трико Александр Иванов. Александр 21 год, представляет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Киевича Мусова, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Захарова и Дмитриева. Ковер А, весовая категория 65 килограммов. На табуре весовой категории до 65 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин и Владимир Стрелянников. На табуре А весовой категории до 65 килограммов чистую техническую победу одержал
Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. Благодаря приглашению спортсменов категории до 74 килограммов Царев Дугашапов, Республика Бурятия, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Вот только юга. Sehingga kita seorang Всем тактическим преимуществом победу одержал Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. На категорию Б приглашаются Эзик Тулюш, Республика 2, Жамбулат Кисинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. На категорию приглашаются Эзик Тулюш, Республика 2, Жамбулат Кисинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Категория Б. На категорию Б приглашается Эзик Тулюш, Республика 2. Ввиду неравности соперника победа присуждается Жамбулату Кисинову, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. На категорию приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов Василий Кириллин, Юлиан Сильвестров, Республика Саха-Якутия. Поединок весовой категории 74 килограмма ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Царев Дугашапов, средний 19 лет, капитан мастера спорта, победитель Республики Бурятия, представляет презентацию спортивной школы Олимпийского резерва тренер Внимание. Его соперники в синем трико представители команды Республики Бурятия 29-летний Анатолий Никитин, капитан мастера спорта, призывный Республики Саха-Якутия, студент исторического государственного республиканского культуры спорта, тренер Захаров.
Республики Саха-Якутия в красном трико Василий Кикин. Василий 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чарчинского государственного института физической культуры и спорта, тренер Коряки Захаров, а КГБ доктор. Советник Василия Кикина, Юлиан Сильвестров. Юлиану 19 лет, имеет первый спортивный разряд, средний призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренер староста. Честную техническую победу одержал Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На ковер продолжаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Кирилл Сафронов, Федоров, представитель команды Республики Саха-Якутия, квалификационный поединок.
Чистую победу на душе одержал Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На КВР приглашаются на аксессуары категории до 74 килограммов Эдгар Кудаисов, Николай Сильцев, Республика Саха-Якутия. На турнире в своей категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. Красным триком Кирилл Сафронов, в синем Федор Пустин. На победе чистую техническую победу одержал Федор Пустин, Республика Саха-Якутия. На КВР приглашаются Андрей Шевцев, Республика Тыва, Саид Хункеров, Республика Дагестан. На КВР приглашаются Андрей Шевцев, Республика Тыва, Саид Хункеров, Республика Дагестан. На КВР приглашаются Амир Чамсы, Саид Хункеров. В это время неявный соперник победы присуждается Саиду Хункерову, Республика Дагестан. На КВР приглашаются в аксессуары категории до 60 килограмма Ярослав Собакин, Ильгот Перегибов. На табле А в своей категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико Эдгар Кудаисов,
Республика Саха-Якутия, град 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Кириллина Никанорова. Его соперник в синем трио представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Сильцев, Николаю 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Амурсова, тренер из старости Сильцев. На КВА победу одержал Николай Сильцев, Республика Саха-Якутия. На КВА приглашаются Натхан Накер, Иван Максимов, представители команды Республики Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограмм. На КВ весовой категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Мирослав Собакин, Мирославу 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Призер первенства Республики Саха-Якутия является студентом Чурачинского института физической культуры и спорта,
Захарова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Нургул Терентьев. Нургулу 23 года. Кандидат мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Чурачинского республиканского клуба спорта, тренируется под руководством Захарова Неустроева. Ковер Д. В это время с явным техническим преимуществом победу одержал Нургул Терентьев, Республика Саха-Якутия. На КВБ является техническим периодом. Что неправильно написал? Я правильно не хочу беседовать, потому что, знаете, иногда человек знает, а написать сложновато. Дальше. Смотрите, у нас вышел финал. Взвешивание большое, лишний вес от 280. Мы не снимаемся. Дальше что? Мы положительно точку. Ручку забрали. Ну, куда ставим? По поводу. Мы же финальной встречи должны быть. В двух мест должен зовет делаем я. Для КВБ А чистую техническую победу одержал Тархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На квалификационный поединок весовой категории 61 килограммов приглашаются Николай Жирков, Республика Саха-Якутия, Максим Шаркоев, Иркутская область. Человек видишь, поднял лаптоп. В КВБ А весовой категории до 61 килограмма поединок идут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Жирков.
Николаю 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Мосова, тренеры Антонов, Яков. Его соперник Синенко, представитель команды Иркутской области Максим Шабоев, всего 18 лет, имеет первый спортивный разряд, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Камин», тренеры Баракшонов, Бакуев, Жербаев. На КПЯ весовой категории до 61 килограмма квалификационный поединок идут в красном трибуне представитель команды Республики Саха Николай Жирков. Его соперник в синем трибуне представитель команды Иркутской области Максим Шаргуев.
категории А, весовой категории до 61 килограмма, победу одержал Максим Шаркоев, Иркутская область. На ковер приглашаются Алексей Сумарев, Александр Балунов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре 10-минутная готовность Дархан Райнова, Игнатьева, Республика Саха-Якутия, Николая Николаева, Иркутская область. 10-минутная готовность. Хорошо, тоже слова. Нет, ini musiknya
Категории А, весовой категории до 60 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Алексей Сухарев. Спортсмен 18 лет имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, представляет училище колледж Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Шереметьева, тренируется под руководством Михайлова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Александр Павлов. Александру 20 лет. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Данилова Якова. Ковер А, весовая категория 61 килограмм. Уважаемые любители вольной борьбы, поприветствуем почетных гостей. Присутствует начальник управления мониторинга результатов медицинского обследования, антидопингового сопровождения сборных команд России Евгений Геннадьевич Кудрявцев. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Нашишина Аджаргалович Матаволотов. На категории А победу одержал Александр Павлов, Республика Саха-Якутия. На категории А в 1/8 финала в категории до 61 килограмма приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Федор Константинов, Республика Саха-Якутия. Ковер А.
1/8 финала Дархан Геннадьев, Республика Саха-Якутия, Николай Николаев, Иркутская область. Благодаря своей категории 61 килограмма поединок ведут в красном трибу представитель команды Республики Дагестан Магомед Гаджиев. Спортсмену 23 года, кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Шамиль Амаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Иванов, Никифоров, ковер А. На ковре весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок идут в красном трибу представитель команды Республики Саха-Якутия Дархан Игнатьев. Дархану 21 год, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Макаров, Захаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Николай Николаев. Николаю 19 лет, кандидат мастера спорта, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренеры Баракшонов, Полуев, Жерманин.
Договорный доктор. Договорный доктор. Через Один камера. Саша. Один камера. Челлендж, ковер А, контроля нету, один балл синим, челлендж выигран. На ковре Б победу одержал Тархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы в категории до 61 килограмма подбой 8-й финала. Максим Шангоев, Курская область, Александр Маврилов, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал также Магомед Гаджиев, Республика Дагестан. На ковер А приглашаются борцы в категории до 61 килограмма в 1/8 финала. Валентин Бурнашов, Федор Постников, Республика Саха-Якутия.
В это время весовой категории 60 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Максим Шаргоев. Максиму 18 лет, имеет первый спортивный разряд, представляет спортивную школу олимпийского резерва «Панкин». Тренеры Паракшунов, Култуев, Жербаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Айлов, Республика Саха-Якутия. Александр Айлов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Носова, тренеры Яковлев, Капитонов, ковер Б. Категория А, весовой категории до 61 килограмма, в 1/8 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Валентин Курташов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета тренируется под руководством Антоева Павла. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Постников. Федор 26 лет, кандидат в мастера спорта, является чемпионом Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Неустроева Захара, ковер А. В это время весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала с явным техническим преимуществом победу одержал Александр Айлов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма Александр Малуров, Айпал Кровов, представители команды Республики Саха.
одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия, Саид Мункеров, Республика Дагестан. категории до 61 килограмма в одной весовой финала. Поединок ведут в красном трико Александр Балуров. Александр 20 лет, кандидат мастера спорта. Бронзовый призер правительства России, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Данилова Жакова. Его соперник в синем представитель команды Республики Саха-Якутия Айдан Громов. Айдан 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Рачинского государственного энциклопедического культуры и спорта, тренируется под руководством Макарова Савина. Ковер П. Категории до 61 килограмма. В одной весовой финала поединок идет в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, победитель первенства мира и Европы Алексей Копылов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Дагестан Саид Мункеров.
Союз 21 год, мастер спорта России, победитель первенства России, представляет спортивную школу олимпийского резерва, тренеры Муса Саид Махаров, Адам Самихиев, ковер А. Саша, До ковря остается чуть больше минуты. Поединок будет в красном трико 7 полов. Победитель первенства мира и Европы. Его соперник в синем трико Саид Махаров, представляет Республику Дагестан, является победителем первенства Европы. Ковер А. Счет 3-3. На ковре победу одержал Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Алексей Данилов, Иркутская область, Ахмед Зубаев, Республика Дагестан. На ковре А победу одержал Саид Хункеров, Республика Дагестан. На ковер приглашаются Яков Павлов, Оренбургская область, Юргут Кирикиев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограммов, в одной весовой финал. На ковре А в явки соперника победы присуждается Якову Павлову, Оренбургская область. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Первый круг.
Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Максим Павлачев, Красноярский край. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Максим Толмачев, Красноярский край. На ковре весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Алексей Данилов. Алексею 23 года, является мастером спорта России, участник чемпионата Сибирского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Даниль», тренеры Шадоров, Баракшотов. Его соперник Синий, представитель команды Республики Дагестан Ахмед Зубаев. Ахмеду 20 лет, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Шамиль Алиев, Джамалудин Алиев, ковер Б. На ковре чистую техническую победу одержал Ахмед Зубаев, Республика Дагестан. На ковер Б на первый круг весовой категории до 97 килограммов приглашаются Эрик Зиранов, Москва, Таник Чижаев, Республика Северная Осетия, Алания.
красных триков, представитель команды Республики Северная Осетия Алания Тамерлан Кацоев. Тамерлану 21 год, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, является мастером спорта России, победитель первенства России 2019 года, тренеры Арчинов, Дудаев, Арчинов. Его соперник в синем трико, представитель команды Красноярского края, параллельный зачет Республика Саха-Якутия, Максим Толмачев. Максиму 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Советского федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд, тренеры Белоновский, Иванов, ковер А. На ковре Б весовой категории на 97 килограммов поединок идут. В красном трико представитель команды Москвы Ерик Тиранов. Ерику 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва тренер Качиев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Тамик Чикаев. Спортсмен 21 год, мастер спорта России, бронзовый призер первенства Европы 2019 года. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва тренеры Жукаев, Кириксаев, Маркиев. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия.
На ковера приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Первый круг. Алихан Цоев, Республика Северная Осетия, Алания. Никита Сафронов, Республика Саха, Якутия. Она В данное время честную клиническую победу одержал Тани Джигаев, Республика Северная Осетия, Алания. В данное время приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Первый круг, группа А. Заурбек Букунов, Республика Северная Осетия, Алания. Джонстан Алаев, Республика Саха, Якутия. На ковре А весовой категории до 92 килограммов. Первый круг ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия, Алании Алихан Цоев. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия, Алания, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Самаев, Газюков. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Никита Сафронов. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры Макаров, Старости, ковер А, весовая категория 92 килограмма.
На ковре Б весовой категории до 70 килограммов. Первый круг в группе А ведут в красном трико Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта. Победители Республики Северная Осетия, Алания представляют спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчепов, Дунаев, Арчепов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Джолустан Николаев. Спортсмену 26 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев, ковер Б, весовая категория 70 килограммов. На ковре А весовой категории до 92 килограммов победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Победил Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Первый круг, группа А. Джолустан Богонов, Олег Фомин, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер Б приглашается Георгий Секинаев, Московская область. На ковер приглашаются Георгий Секинаев, Московская область. На ковре Б ввиду неявки соперника победа присуждается Георгию Секинаеву, Московская область.
На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Андрей Исаев, Москва, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Ковер Б, первый круг, группа Б. На ковер Б приглашаются спортсмены в супертяжелом весе до 125 килограммов. Андрей Исаев, Москва, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Первый круг, группа Б. Şey dokuz da var idi. На КПА чистую техническую победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Тамерлан Кумышев, Кабардино-Балкарская республика, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Первый круг, группа А.
данное время в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико Андрей Бестаев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, спортсмен 19 лет, мастер спорта России, победитель первенства Европы 2019 года, представляют спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Ячеев, Джилоев, Кокуев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов, ковер Б. В супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико 23-летний Тамерлан Кунишев, Кабардино-Балкарская республика, кандидат в мастера спорта, победитель Северокавказского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Барагунов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев, ковер А. В данное время в весовой категории до 125 килограммов победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Виталий Ефремов, Стив Попов, представители команды Республики Саха-Якутия.
sebenarnya dia yang kita price online ke 3000 lira offer test. ها؟ يا رجل انا كنت كده انا طفت На ковре А весовой категории до 125 килограммов победу одержал Тамерлан Кумышев, Кабардино-Балкарская республика. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов Иван Охлопков, Эдуард Максимов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Виталий Ефремов. Виталию 18 лет, кандидат в мастера спорта, является призером первенства Республики Саха-Якутия, студент Черопчинского института физической культуры и спорта, тренер Захаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Стив Попов. Стиву 23 года. Представляет Черопчинский институт физкультуры и спорта, кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Неустроев Макаров, ковер П.
На ковре весовой категории до 79 килограммов победу одержал Стив Попов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, Саламат Джевоев, Москва. Весовая категория 79 килограммов в 1/4 финале. На ковре А в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Иван Охлопков. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Сельцева. Его соперник в синем трико Эдуард Максимов, спортсмен 21 год. Эдуард Максимов, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Уваров. На ковер Б приглашается Саламат Джевоев, Москва. На ковре А весовой категории до 125 килограммов победу одержал Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Алик Баткиев, Москва, Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край.
Однако время весовой категории до 79 килограммов поединок в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Ленский, мастер спорта России, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Мосова, тренеры Сильцев. Его соперник синий трико представитель команды Москвы Саламат Джуоев. Саламату 21 год, кандидат в мастера спорта, участник первенства России, составляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Джуоев, Владимир, Ковер. Если он говорит, если ты хочешь если считаешь, чтобы показать, что это не сама позиция, то можно а рукой ты не успел еще подойти время. Он говорит, нет, это шабур. Это шабур. Ты руку не поднял, значит, Это вовремя надо показать в чем-то. да, то есть вот время идет, я руку поднял, ушел время, считается уже. Да. Это ушел. Даже если не арбитр. Поднял, а потом время, потом поднимает руку. Да нет, уже не считается. На время весовой категории до 79 килограммов поединок в 1/4 финала минут в красном трико представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания Али Акиев. Спортсмен 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алания, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренера Белов. Его соперник синий трико представитель команды Красноярского края Дмитрий Зайнединов. Спортсмену 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва по вольной борьбе, тренеры Овчинников, Кудрявцев, Лыков, Ковер А. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу одержал Саламат Джуоев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания, ковер Б. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала Виталий Шадрин, Александр Иванов, представители команды Республики Саха-Якутия.
весовой категории до 79 килограммов победу одержал Дмитрий Зайнединов, Красноярский край. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов, представитель команды Республики Саха-Якутия Ренат Чередонов, Айсен Потапов. На ковре Б весовой категории до 69 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Виталий Шадрин, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры старости Кривошапки. Его соперник в синем трико Александр Иванов. Александру 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Захаров Дмитрий. На ковре А весовой категории до 79 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Ренат Чередонов. Ренату 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Кирилл, Гитаров, Иванов.
Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Потапов. Айсену 24 года, мастер спорта России, победитель из страны Восточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Захаров Константинов Крылов, ковер А. На КВБ победу одержал Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин, Федор Парников. На ковре А чистую победу одержал Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы в своей категории до 65 килограммов в 1/4 финала. Булат Пояс-Колонов, Республика Бурятия, Роберт Манасян, Красноярский край.
На ковре Б весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Владислав Кривошапкин, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Амосова, тренер Неустроев, соперник синий трико Петр Парников. Петру 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Константинов. На ковре А весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Булат Айскалунов. Булату 24 года, мастер спорта России, победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер первенства России, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Максанов. Соперник в синем трико, представитель команды Красноярского края Роберт Манасян. Роберту 24 года, мастер спорта России, победитель чемпион Сибирского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Сайтиева, тренеры Таскин, Райкин.
Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Булат Паескалунов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Андрей Тапхаров, Иркутская область, Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала Николай Донзаренко, Красноярский край, Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия.
ГБ весовой категории до 74 килограммов. В 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Красноярского края Николай Донцаленко. Мастер спорта России, спортсмен 23 года, победитель всероссийских соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва города Назарова, тренер Донцаленко. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Авакулов. Албану 22 года. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Дмитриев Макаров. На ковре А весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Андрей Тапхаров. Андрей 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Баракшонов. Соперник Андрея Тапхарова, представитель команды Ханты-Мансийской автономной округа Югры Джамбулат Кизинов. Джамбулату 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийского турнира, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Закоев, Плиев. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов победу одержал Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Александр Малтуев, Иркутская область. А потом ко мне. Ровно?
Berking. Помедленнее. Оценка 4 балла синему, челлендж проигран. И балл синему. На ковре Б победу одержал Александр Болтуев, Иркутская область. На ковер Б приглашается Тамерлан Кацоев, Иркутская область. На ковер Б приглашается Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер Б приглашается Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б на ковре Б ввиду неявки травмы соперника победа присуждается Тамерлану Кацоеву, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А победу одержал Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. На ковер А приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, Эрик Дзиранов, Москва, весовая категория до 97 килограммов. На ковер Б приглашаются Сафрон Сафронов, Республика Саха-Якутия, Алихан Цоев, Республика Северная Осетия, Алания. Весовая категория 92 килограмма. На ковер А приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, на ковре Б весовой категории до 92 килограммов. Поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Сафрон Сафронов.
Сафрону 25 лет, кандидат мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Федоров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании Алихан Цоев. Алихану 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Самаев, Газюмов. В это время весовой категории до 97 килограммов поединок идут в красном трико представитель команды Красноярского края, параллельный зачет Республика Саха-Якутия Максим Павлачев. Максиму 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд, тренеры Белоровский, Иванов, Карамчаков. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания Эрик Дзеранов. Эрику 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Кочиев.
meron wanita ko. На ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Второй круг, группа А. Заурбек Букулов, Республика Северная Осетия, Алания. Джулускан Потонов, Республика Саха-Якутия. Ковер Б. Оценка 2 балла красному. Челлендж проигран. Еще 1 балл красному. На ковре Б чистую техническую победу одержал Сафрон Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Второй круг, группа А. Джалустан Николаев, Олег Хамин, представитель команды Республики Саха-Якутия. День носильщики.
На ковре А весовой категории до 70 килограммов второй круг ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алания Заурбек Кугулов, спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алания, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. На ковре Б чистую техническую победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов, группа А, второй круг. Дэвид Кадизов, Республика Северная Осетия Алания, Тамерлан Кубышев, Кабардино-Балкарская республика. На ковре А соперник Заурбека Богулова Джулусман Платонов. Джулусману 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный дивизион первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер Игнатьев Сафронов. На ковре А весовой категории до 70 килограммов победа одержал Заурбек Богулов, Республика Северная Осетия Алания. На ковер Б приглашаются Сергей Ефимов, Иркутская область, Георгий Сикинаев, Московская область. Весовая категория 70 килограммов, второй круг, группа Б.
Это которая, да? На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Георгий Секинаев, Московская область. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов, второй круг, группа Б. Андрей Бестаев, Москва, Иван Охлопков, Республика Саха-Якутия. Уважаемые любители вольной борьбы, поприветствуем почетных гостей. Принимают участие на соревнованиях глава муниципального образования Намский УЛУС-район Юрий Иннокентьевич Лепсов. Председатель Совета депутатов муниципального образования Намский УЛУС-район Алексей Иванович Винокуров. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Дэвид Камисов. Спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Техов Лалиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Кабардино-Балкарской республики Тамерлан Кумышев. Тамерлану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель Северокавказского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Барагунов. Челлендж номер 5. Нет видеопротокола. Челлендж возвращается. Оценка 4 балла красному борцу.
На ковре А в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания Андрей Бестаев. Андрею 19 лет, мастер спорта России, победитель первенства Европы 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Качиев, Джиоев, Какуев. Соперник Андрея Бестаева в синем трико Иван Охлопков, Республика Саха-Якутия. Ивану Охлопкову 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Аммосова, тренер Сивцев. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Бестаев. Москва, параллельный зачет, Республика Северная Осетия Алания. На ковре Б победу одержал Дэвид Камисов, Республика Северная Осетия Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала. Сайпулла Алибатлатов, Дагестан, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются на второй круг группа Б весовой категории до 125 килограммов Никита Хабаров, Эдуард Максимов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А чистую техническую победу одержал Сайпулла Алиболатов, Республика Дагестан. На ковер А приглашается Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 74 килограмма. На ковер А приглашается Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. Ввиду неявки соперника на ковре А победа присуждается Николаю Сивцеву, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, Юрий Анисимов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов,
в 1/4 финала. На ковера приглашаются Жаргал Баяндуев, Бурятия, Юрий Анисимов, Республика Саха. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Эдуард Максимов. Эдуарду 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Уваров. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал
Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Любомир Ашеин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б, ввиду неявки соперника, победа присуждается Любомиру Ашеину, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала Джолустан Федотов, Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Жаргал Баяндуев. Жаргалу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Нима Нимаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Юрий Анисимов. Юрию 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Мосова, тренеры Константинов, Прохоров. Ковер А. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Иван Степанов, Валерий Андросов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Джолустан Федотов. Джолустану 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа,
представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Захаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха, Аял Белолюбский. Аялу 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Капитонов, Яковлев, Белолюбский. Ковер Б. На ковре Б победу одержал Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Максим Толмачев, Красноярский край. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Ввиду травмы соперника победа присуждается Максиму Толмачеву, Красноярский край. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия. На ковер П приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов.
Джулустан Николаев, Джулускан Тотонов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Иван Степанов. Ивану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, тренеры Сивцев. Соперник Ивана Степанова Валерий Андросов. Валерию 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер Сивцев. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Иван Степанов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов, третий круг, Тамир Джикаев, Республика Северная Осетия, Алания, Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б
весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Джулустан Николаев. Джулустану 26 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев. Соперник Джулустана Николаева Джулусхан Платонов, Республика Саха-Якутия. Джулусхану 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Игнатьев, Сафронов. На ковре Б победу одержал Джулусхан Платонов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов Андрей Аронов, Республика Саха, Дэвид Камисов, Республика Северная Осетия, Алания. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 97 килограммов поединок ведут представители команды Республики Северная Осетия, Алания. В красном трико Тамик Чикаев, спортсмену 21 год, мастер спорта России, бронзовый призер первенства Европы 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Цукаев, Келемсаев, Маркиев. Его соперник в синем трико Тамерлан Кацоев. Тамерлану 22 года, мастер спорта России, победитель первенства России 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. Ковер А.
ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Тамик Джикаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Третий круг, группа А. Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании Дэвид Кабисов. Спортсмену 18 лет. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, серебряный призер первенства России 2019 года. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва. Тренеры Техов, Лалиев. Ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Заурбек Бугулов. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алании, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. Соперник Заурбека Бугулова Олег Фомин.
спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Сивцев, ковер А. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов в супертяжелом весе победу одержал Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б, на третий круг, группа Б, приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Никита Хабаров, Иван Охлопков, представители команды Республики Саха-Якутия. Дэвид Кабисов, просим освободить борцовский ковер. На ковре А счет 8-7, остается 21 секунда.
На ковре А в весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер А приглашается Сергей Якимов, Иркутская область. На ковре А ввиду неявки соперника победа присуждается Сергею Якимову, Иркутская область. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. На третий круг группа Б Андрей Бестаев, Москва, Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Некрасов, Иванов. Соперник Никиты Хабарова Иван Хлопков в синем трико. Спортсмен 21 год. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев, ковер Б. На ковре Б в весовой категории до 125 килограммов победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б ввиду неявки соперника победа присуждается Борису Гаврилеву, Республика Саха-Якутия.
На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Максим Судаков, Забайкальский край, Арслан Багаев, Москва. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Бестаев, Москва. На ковер А приглашаются Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан, Сасо Тараян, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются Максим Судаков, Забайкальский край, Арслан Багаев, Москва. Нет, там сейчас. На ковре А победу одержал Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан. Чистая техническая победа. На ковер А приглашается Алексей Евдокимов, Иркутская область. На ковер А приглашается Алексей Евдокимов, Иркутская область. На ковре А, ввиду неявки соперника, победа присуждается Алексею Евдокимову, Иркутская область. На ковер А приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Дархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала.
ковре Б весовой категории до 86 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Максим Судаков, Забайкальский край, параллельный зачет Республика Бурятия. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Аюша Давнинджахов, Мунко Мункажаргалов. Соперник Максима Судакова Арслан Багаев, Москва. Параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 19 лет, мастер спорта России. Серебряный призер первенства России представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Наниев, Тухлов, Алгоров. Ковер Б. На ковре Б победу одержал Арслан Багаев, Москва. Параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. На ковер Б приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Федор Постников, Александр Авилов. В 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. На ковре А весовой категории до 61 килограмма поединок в 1/4 финала ведут в красном трико Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Шамиль Амаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Дархан Игнатьев. Дархану 21 год.
Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Макаров, Захаров, Неустроев. Ковер А. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала Саид Хункеров, Республика Дагестан, Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Федор Постников, в синем Александр Авилов. Ковер Б.
ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан, воспитанник школы Сайтиева Саид Хункеров, мастер спорта России, победитель первенства России, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Сайтиева, тренеры Муса Сайдулбаталов, Адам Сайтиев. Его соперник в синем трико Александр Балуров представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, тренеры Данилов, Яковлев. На ковре Б победу одержал Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала Яков Павлов, Оренбургская область, Ахмед Зубайров, Республика Дагестан.
На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Саид Фукеров, Республика Дагестан, воспитанник школы Сайтиева. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов, 4-й круг. Эрик Дзеранов, Москва, Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Оренбургской области Яков Павлов. Якову 24 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Привольского федерального округа, тренер Виктор Волохин. Соперник Якова Ахмед Зубайров, Республика Дагестан. Спортсмену 20 лет, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Шамиль Алиев, Джамалудин Алиев. Ковер Б.
весовой категории до 97 килограммов. Четвертый круг ведут в красном трико Эрик Дзиранов, Москва. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Тамерлан Кацуев, ковер А. Челлендж КБ, оценка 4 балла красным, челлендж проигран. Плюс 1 балл красным. На ковре Б. На ковре Б победу одержал Яков Павлов, Оренбургская область. На ковер Б приглашается Тамик Джигаев, Республика Северная Осетия Алания. На ковре Б ввиду травмы соперника победа присуждается Тамику Джигаеву, Республика Северная Осетия Алания. И на ковре Б объявляется перерыв. Уважаемые любители вольной борьбы, через некоторое время начнется торжественная церемония открытия соревнований. После данного поединка состоится торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России,
народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юншанова. Данные соревнования проходят 5-й раз. На малой родине Петра Петровича проводятся впервые. Ковер А. Оценка 1 балл красному. Челлендж выигран. Челлендж возвращается. На ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Уважаемые любители вольной борьбы, через несколько минут начнется торжественная церемония открытия соревнований. Раз-раз. Участники культурной программы, пожалуйста, в зал. Участники культурной программы, пожалуйста, в зал.
Hah?
внимание! Начинаем торжественное открытие всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова, посвященная 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию образования Якутской АССР и 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. Мы рады приветствовать вас на благодатной долине Энсели, малой родине выдающихся сынов Якутии Максима Амосова и Ильи Винокурова. В торжественной церемонии открытия всероссийских соревнованиях по вольной борьбе принимают участие заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Петрович Юмшанов. Глава муниципального образования Намский Улус Юрий Иннокентьевич Слепцов. Министр спорта Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Руководитель Департамента местного самоуправления Республики Саха-Якутия Иван Романович Попов. Председатель судейской коллегии Федерации спортивной борьбы России Станислав Владимирович Машков. Старший тренер Государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки Брянской области, мастер спорта России, судья олимпийской категории Алексей Николаевич Базулин. Главный судья соревнований Вячеслав Александрович Кривошапкин. Главный секретарь соревнований Артур Фаитович Хузнутдинов. Начальник управления мониторинга результатов углубленного медицинского обследования и антидопингового сопровождения Федерального государственного бюджетного учреждения Центра спортивной подготовки сборных команд России Евгений Геннадьевич Кудрявцев. Вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсо Жалсанович Алхамажапов. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Дашейнима Батажаргалович Батаболотов. Представители Федерации, главы муниципальных образований Намского улуса, общественность Намского улуса. Начинаем торжественный парад участников всероссийских соревнований по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова. Парад открывает команда Республики Бурятия. Встречаем команду Республики Дагестан. Встречаем команду Забайкальского края. Встречаем команду Иркутской области.
Встречаем команду Кабардино-Балкарской республики. Встречаем команду Красноярского края. Встречаем команду города Москва. Встречаем команду Московской области. Встречаем команду Оренбургской области. Встречаем команду Республики Северной Осетии Алании. Встречаем команду Смоленской области. Встречаем команду Республики Тыва. Встречаем команду Хабаровского края. Встречаем команду Ханты-Мансийского автономного округа. Встречаем команду Республики Саха-Якутия. Во всероссийских соревнованиях по вольной борьбе принимают участие 96 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования Намский Улус Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Добрый день, уважаемый Петр Петрович, уважаемые гости, земляки. От всей души поздравляю вас с началом долгожданного соревнования. Мы эти соревнования планировали 2 года назад, но пандемия нам помешала провести это соревнование год 50-летия нашего земляка Петра Петровича. Мы очень рады, что наконец-то в этом году соревнования проходят на нашей земле, на родине Петра Петровича, благодатной долине Акселе, Намском районе. Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Республики Саха-Якутия и Тюмень Петра Петровича Юмшанова считаю открытым.
Для вручения именного подарка от жителей Намского улуса приглашается заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петр Петрович Юмшанов. Для уважаемого Петра Петровича от имени жителей Намского улуса глава муниципального образования Намский улус Юрий Иннокентьевич Слепцов преподносит якутский национальный костюм, сшитый мастерицами нашего улуса. Национальный костюм вносят Борис Прокопьевич Егоров, первый тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, лауреат государственной премии имени Дмитрия Петровича Коркина Будимир Григорьевич Яковлев. Слово предоставляется заслуженному мастеру спорта России, заслуженному тренеру России, народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петру Петровичу Юмшанову. Дорогие земляки, хочу поблагодарить вас за ваше внимание и за почтение. С волнением что вы помогли организовать соревнования здесь и посмотрели ведущих спортсменов страны, которые приехали, несмотря на нашу солнечную Якутию. И пусть победит сильнейший в этих соревнованиях. И еще хочу пару слов сказать от своих. Недавно у меня, моего тренера, был юбилей, и мы хотим вручить ему от учеников скромный наш подарок. Борису Прокопьевичу недавно исполнилось 65 лет. И им вручается тоже национальный наш костюм. Это экипировка сборной команды России. Первый тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Борис Прокопьевич Егоров.
Дорогие друзья, разрешите зачитать приветственные телеграммы. Уважаемые друзья, приветствую участников, судей и гостей всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Приз Юмшанова – возможность молодым и перспективным атлетам проверить свои силы в схватках с признанными мастерами ковра, лучше подготовиться к официальным стартам. Желаю участникам веры в свои силы и побед, зрителям ярких впечатлений. Сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Уважаемый Юрий Иннокентьевич, от имени Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, от себя лично поздравляю вас, спортсменов, организаторов, с открытием всероссийских соревнований по спортивной вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера России, народного депутата Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова, гордости нашего якутского спорта. Хочу пожелать всем участникам соревнований высоких спортивных достижений на российских и международных соревнованиях. Вы пример для всех, гордость и слава нашей Родины России. Желаю вам здоровья, сильной воли и ярких побед на борцовских рингах. С уважением, председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Еремеев. Уважаемые участники, судьи и гости всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Турнир на призы Петра Юмшанова является отличной возможностью для участников показать свое мастерство на ковре. Желаю участникам побед в зрелищных и красивых схватках, а болельщикам ярких впечатлений. С уважением, двукратный победитель Олимпийских игр, президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия Алания Махарбек Хадарцев. Уважаемые друзья, Федерация спортивной борьбы Республики Дагестан приветствует участников, гостей и организаторов всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Уверены, соревнования пройдут на достойном организационном уровне и порадуют зрителей интересными поединками. Желаем участников турнира новых побед и хорошего настроения. Президент Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Гайдар Гайдаров.
Былыргы жыллары был жактақ, былырия бараман мындатығыр, ұрыққы жыллар суылақ варғаларығыр, әрнігедегі жыллар үлбістәқ ирәне қаңардырығыр, үс сақа өс күйлігіне, бес сақа бейхилігіне, сұбы арығыр дайғыстан тұрар ағас иләқ сағалақ, атанна мәңөнне қайғыр сөлік бәйләқ, ане дойду ананан айылы бұта бітігір. Вас поздравили хомусисты Сахая Колодезникова, Мария Аргунова, Геннадий Игнатьев и этнофольклорный ансамбль «Джулусхан», учащихся Намской улусной гимназии имени Николая Охлопкова, руководитель Нюргуяна Сивцева.
Слово предоставляется министру спорта Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Удоктабуллах Юрий Никентьевич, Петр Петрович, күндү өлжеттар, спорту саңаратчылар, спортсменнар, барагытын бу бейги бир самый ытыктыр кийбетин Петр Петрович атынан, бүтүн Россиятагы турнир алды бутундан, физика культура на спорт министерствотун атыттан, этитик иштенник агдалирбин көңүллән. Уважаемый Юрий Иннокентьевич, Петр Петрович, уважаемые наши любители спорта, наши уважаемые гости, спортсмены, всех поздравляю с открытием всероссийского турнира на призы Петра Петровича Юмшанова. И мы очень гордимся, что сегодня мы проводим этот турнир. Как вы знаете, в этом году Республика Саха-Якутия отмечает столетие образования Якутской автономной социалистической республики и 125-летие Максима Кировича Амосова. Мы в этом году к этим знаменательным датам провели масштабные спортивные мероприятия, такие как международный турнир Романа Михайловича Дмитриева, чемпионат мира по масс-рейсингу, также спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в селе Барагонцы. Всероссийские турниры по настольным играм ГО и наш знаменитый турнир, международный турнир Дмитрия Петровича Коркина. Также вот сегодня мы проводим всероссийский турнир нашего уважаемого Петра Петровича. И в рамках этого турнира мы провели судейский семинар благодаря нашим гостям и семинар тоже по антидопинговой работе. Поэтому этот турнир не только соревнования, этот турнир, в рамках этого турнира провели такие вот хорошие семинары. Поэтому давайте еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня приехали, приняли участие на этом турнире. Поблагодарим наших спортсменов, которые показывают на ковре свое мастерство. И поблагодарим Юрия Иннокентьевича и нашего уважаемого Петра Петровича за то, что сегодня организовали нам такой хороший праздник, праздник борьбы. Спасибо, всем удачи! Слово предоставляется руководителю Департамента местного самоуправления Республики Саха-Якутия Ивану Романовичу Попову. Добрый день. Үтө күннен Тыктабуллах бидойлахтырым, Тыктабулла Юрий Никентьевич, Петр Петрович, Нгразалжеттар. Добрый день, уважаемые жители, земляки Намского района, уважаемые участники, почетные гости и, конечно, наши уважаемые ветераны спорта. От имени главы Республики Саха-Якутия Сергея Николаева, от имени администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, от имени Департамента по местному самоуправлению, от себя лично поздравляю сегодня вот с открытием нашего праздника, праздника борьбы, праздника спорта на благодатной земле долины Энгсели. Особо сегодня я хотел бы поблагодарить наших гостей, то, что они приехали из разных уголков нашей великой страны, из 15 регионов, около 100, как раз знаково к столетию нашей республики, 100 участников со всех, со многих регионов нашей Родины приехали сегодня на наши соревнования. Сегодня я хотел еще вот обратиться с тем, что нашим вот гостям, нашим участникам, борцам, то, что
долина Энгсели, ну, народ, который не знает своей истории, такого народа нет будущего, говорят мудрецы. Ну и история нашей родины, да, нашего Луса заключается в том, что заключается именно вот на истоках основания Республики Саха-Якутия стояли наши земляки, сыны якутского, великие сыны якутского народа, выдающиеся государственные политические деятели Максим Кириллович Мосов, Илья Гурович Винокуров. 125-летие Максима Кирилловича мы отмечаем в этом году. Вот идет год к завершению, и вот самым завершающим этапом стало это наше соревнование, всероссийский турнир на призы заслуженного мастера Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации, народного депутата Государственного собрания Ил-Тюмень Петра Петровича Юмшанова. Но этот день мы хотим именно поблагодарить всех гостей, всех организаторов. Ну и хотели бы пожелать Петру Петровичу еще дальнейших успехов, еще великих достижений и свершений. И всем спортсменам пусть победит сильнейший. Я хочу вручить приветственный адрес, благодарственное письмо руководителя администрации Михаила Георгия Николаевича Петру Петровичу. Слово предоставляется председателю судейской коллегии Федерации спортивной борьбы России Станиславу Владимировичу Машкову. Уважаемые гости, уважаемые участники, я хотел бы поблагодарить Оргкомитет соревнований, Министерство спорта Республики Саха-Якутия и лично Петра Петровича Юмшанова за огромную работу по подготовке и организации этих соревнований. Условия, которые созданы для участников и зрителей, соответствуют статусу соревнований самого высокого ранга. И хотел бы от себя лично пожелать спортсменам удачи и побед, а зрителям красивой и зрелищной борьбы. Спасибо. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия, краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество
торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова, посвященная 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию образования Якутской АССР и 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова завершается. Желаем нашим судьям и спортсменам плодотворной работы и честной борьбы за победу. До новых встреч!
Еще раз добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы, жители и гости Намского улуса. По двум коврам начнутся полуфинальные поединки всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова, которые проводятся 5-й раз. И впервые сегодня на благодатной Намской земле проводится на малой родине Петра Петровича Юмшанова. И организаторы считают, что это очень символично, и мы через несколько мгновений начнем полуфинальные поединки. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Александрович Кривошапкин, город Якутск. Главный секретарь, судья всероссийской категории Артур Фаитович Хузнуддинов, город Хабаровск. Также принимают участие инструкторы Всероссийского семинара по спортивной борьбе в городе, которые проходят в городе Якутске и в селе Намсы. Председатель судейской коллегии спортивной борьбы России Станислав Владимирович Машков, судья олимпийской категории, город Москва, а также принимают участие судья олимпийской категории Алексей Николаевич Базулин, город Брянск. Итак, на ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Дмитрий Зайнединов, Красноярский край, Стив Попов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия, Саламат Джиоев, Москва. Итак, на ковре А весовой категории до 79 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Красноярского края Дмитрий Зайнединов. Дмитрию 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва по вольной борьбе, тренеры Овчинников, Кудрявцев, Лыков. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Стив Попов. Стиву 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского Государственного института физической культуры и спорта, тренеры Неустроев, Макаров. Ковер А, полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Потапов. Айсену 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, тренеры Захаров, Константинов, Крылов. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания, Саламат Джиоев. Саламату 21 год, кандидат в мастера спорта, участник первенства России 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Лалиев, Джиоев, Лалиев. Ковер Б. На ковре А полуфинальный поединок. В красном трико Дмитрий Зайнединов, в синем Стив Попов. Счет 3-0 в пользу Дмитрия Зайнединова. Красноярский край. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Айсен Потапов. В синем Саламат Джиоев. Счет 1-0 в пользу Айсена Потапова. Полуфинал.
На ковре А чистую техническую победу одержал Дмитрий Зайнединов, Красноярский край. И выходит в финал. На ковре Б в весовой категории до 79 килограммов победу одержал Саламат Джиоев, Москва, Республика Северная Осетия, Алания. И будет завтра бороться за первое место с Дмитрием Зайнединовым. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Полуфинальный поединок. Булат Баясхалонов, Республика Бурятия, Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Полуфинал, весовая категория до 65 килограммов. На ковре А в весе до 65 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Булат Баясхалонов. Булату 24 года, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер первенства России. Тренируется под руководством Базарова Максарова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Иванов. Александру 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, тренеры Захаров, Дмитриев. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских турниров,
представляют спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Дзакоев, Плиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин. Владиславу 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Неустроева. На ковре А полуфинальный поединок ведут в красном трико Булат Байсхалонов, в синем Александр Иванов. Счет 1-1. На ковре Б полуфинальный поединок ведут в красном трико Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, в синем Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Счет 5-0 в пользу Джамбулата Кизинова. На ковре Б остается меньше минуты. Счет 5-1 в пользу Джамбулата Кизинова. На ковре А в весовой категории до 65 килограммов чистую победу на туше одержал Булат Байсхалонов, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б
Победу одержал Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, и будет завтра бороться за первое место с Булатом Боисхалоновым. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Сайпулла Алиболатов, Республика Дагестан, Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия, Александр Балтуев, Иркутская область. Полуфинальные поединки весовой категории до 74 килограммов. На ковре А весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Сайпулла Алибалатов, Республика Дагестан. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Эльдар Нажмудинов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Авакумов. Албану 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки, тренеры Дмитриев, Макаров, ковер А. На ковре А чистую техническую победу одержал Сайпулла Алибалатов, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Николай Сивцев, представитель команды Республики Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Киревича Аммосова, тренеры Старостин, Сивцев. Тренер Николая Сивцева Александр Балтуев, Иркутская область. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Европы, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Александр Балтуев.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Александр Балтуев, Иркутская область. И выходит в финал. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашается Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, Любомир Ашеин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Иван Степанов, Аял Белолюбский. Полуфинальные поединки весовой категории до 57 килограммов. На ковре А весовой категории до 57 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Жаргал Баяндуев.
Жаргалу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренер Нимани Маев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Любомир Ашеин. Любомиру 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, тренеры Макаров, Захаров, Савин. Ковер А. Полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. На ковре Б. Полуфинальный поединок ведут в красном трико Иван Степанов. Ивану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Аял Белолюбский. Аялу 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Капитонов, Яковлев, Белолюбский. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 57 килограммов чистую победу на туше одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов победу одержал Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. Выходит в финал и будет бороться за первое место с Жаргалом Баяндуевым. Ковер А. Туше поддержал руководитель, туше не рассматривается. Челлендж отклонен. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Магомеднаби Магомедов, Республика Дагестан, Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Алексей Евдокимов, Иркутская область, Арслан Багаев, Москва.
На ковре А весовой категории до 86 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Магомед Наби Магомедов. Спортсмену 23 года. Кандидат в мастера спорта, серебряный призер Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва. Тренеры Али Исхаков, Магомед Пазил Исхаков. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, 18-летний Борис Гаврильев. На ковре А чистую техническую победу одержал Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Алексей Евдокимов. Алексею 18 лет, кандидат в мастера спорта, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва «Тамир», тренеры Баракшонов, Арбадоев, Жербаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы Арслан Багаев. Параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания. Спортсмену 19 лет, мастер спорта России, серебряный призер первенства России. Тренеры Наниев, Тухлов, Алборов. Ковер Б. Полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. На ковре Б чистую техническую победу одержал Арслан Багаев, Москва, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Полуфинал. Приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Саид Хункеров, Республика Дагестан, Яков Павлов, Оренбургская область. Полуфинал, весовая категория до 61 килограмма.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Саид Хункеров. Саиду 21 год, мастер спорта России, победитель первенства России, тренер Муса Баталов, Адам Сайтиев. Его соперник в синем трико представитель команды Оренбургской области Яков Павлов. Якову 24 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Привольского федерального округа, тренер Виктор Волохин. Ковер Б, полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. Челлендж ковер А. Заступ красного был первее. 1 балл синему, челлендж проигран. 1 балл синему. На ковре А весовой категории до 61 килограмма полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Гаджимагомед Гаджиев. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, тренер Шамиль Амаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Авилов. Александру 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, тренеры Яковлев, Капитонов. Ковер А, полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. На ковре Б
Чистую техническую победу одержал Саид Хункеров, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Выходит в финал и будет бороться за первое место с Саидом Хункеровым. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер Б приглашаются Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Олег Фомин. Олегу 20 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент
Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта, тренеры Посельский, Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Иркутской области, 18-летний Сергей Якимов. Кандидат в мастера спорта представляют спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Василий Ашаханов. На ковре «Б» полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Калаев, Дзакоев, Гациев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании, Заурбек Бугулов. Заурбеку 20 лет, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. Ковер «Б», полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. На ковре А в красном трико Олег Фомин, в синем Сергей Якимов. Уважаемые спортсмены, любители вольной борьбы, послушайте информацию. Завтра утешительные поединки начнутся с 14:30, финальные поединки с 15 часов 00 минут. Утешительные поединки начнутся в 14:30, финалы в 3 часа дня. На ковре «Б» полуфинальный поединок ведут в красном трико Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания, в синем Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия Алания. На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую победу на туше одержал Олег Фомин и выходит в финал.
Утешительные поединки завтра состоятся в 14:30, финальные поединки в 15:00. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, и выходит в финал. Будет бороться за первое место с Олегом Фоминым. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Дэвид Кабисов, Республика Северная Осетия, Алания, Андрей Бестаев, Москва. На ковре Б Никита Хабаров, Андрей Аронов, представители команды Республики Саха-Якутия. Полуфинальный поединок в супертяжелом весе. На ковре А полуфинальный поединок в супертяжелом весе до 125 килограммов ведут в красном трико Дэвид Кабисов, Республика Северная Осетия, Алания, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Техов Валиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы Андрей Бестаев. Андрею 19 лет, мастер спорта России, имеет параллельный зачет Республики Северная Осетия, Алании, победитель первенства Европы 2019 года. Тренеры Качиев, Джиоев, Кокоев. Ковер А. Полуфинал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Никита Хабаров,
Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Сивцев, ковер Б, полуфинал в супертяжелом весе. На ковре Б полуфинал ведут в красном трико Никита Хабаров, в синем Андрей Аронов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А полуфинальный поединок в весе 125 килограммов ведут в красном трико Дэвид Кабисов, Северная Осетия, Алания, в синем Андрей Бестаев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Счет равный. В обоих коврах равный счет.
На ковре Б победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. Еще раз напоминаем, что завтра утешительные поединки состоятся в 14:30, финалы в 15:00. На ковре А победу одержал Андрей Бестаев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, выходит в финал и будет бороться за первое место с Никитой Хабаровым. Уважаемые любители вольной борьбы, на этом первый соревновательный день пятых всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова завершается. Завтра встречаемся